Всем привет, это канал Loud Sound, и у нас сегодня необычный обзор. Начнем с того, что я нахожусь в зоне выдачи ключ авто. Здесь выдают Мерседесы, и здесь на днях я забрал свою, вернее, моей жены новую цешку. Скоро опять необычный обзор, цешки будет обязательно обзор. А сегодня у нас обзор Android против iOS. Если быть более точным, то у нас Android Auto против Apple CarPlay. Это новые функции, не все знают, что это такое, а те, кто знает, не знают, как они работают. А те, кто знает, как они работают на iPhone, не знают, как они работают на андроиде, и наоборот. Сегодня мы посмотрим, насколько какая система интуитивно понятна и насколько какая система функциональна. Поможет мне опять сегодня мой хороший друг Стас Юношев, который помог нам очень сильно с обзором Ешки. Это был первый обзор в своем роде, на самом деле. Кто еще не понял, были комментаторы, которые сказали: ребята, на самом деле круто. Вы провели тест-драйв, который показали не одному человеку, который катался, а сколько у нас там уже, под 300 тысяч, да? Ну, 250, по-моему, тысяч человек вместе со мной покатались на Ешке. Я Ешку пока не покупаю. У вас возникает резонный вопрос, почему мы находимся в Ключ Авто. Находимся мы здесь потому, что нам предоставили для такого обзора вот такой вот шикарный Е-класс. Это опять Ешка, абсолютно такая же точно Ешка, только в белом цвете и с наклейками. Заметьте, вот за это отдельное спасибо и Стасу, и Евгению Сергеевичу за то, что предоставил нам автомобиль без наклеек. Очень красиво было поснимать его снаружи, шикарная машина. Сегодня у нас Е-класс, абсолютно той же самой мультимедийной системой NTG 5.5. На данный момент она является самой совершенной в линейке мультимедийных систем компании Mercedes-Benz. Максимально приближенная к ней стоит только в 222-м. То есть этот обзор мы проведем на самой топовой на данный момент мультимедийной системе компании Mercedes-Benz. Пару слов про зону выдачи хочется сказать. Я раньше такого не видел. Я понимаю, сейчас это появляется у многих производителей, но для меня это в диковинку. И вот машину забирать было очень круто. Когда Стас вот эту вот вуаль скинул, мы увидели первый раз этот цвет. Зона выдачи у нас поросла мхом. То ли она очень старая, то ли она очень дорогая. Примечательно, что мох натуральный. Здесь у нас находятся картинки, которые говорят вам о том, что у компании Mercedes-Benz есть еще не только автомобили. Есть ручки, часы и все остальное. Это вы можете увидеть в торговом зале. Мне даже пытались продать детскую соску, потому что мы с маленьким ребенком пришли забирать. Причем есть соска обычная, а есть АМГ. Раз уж мы здесь и опять снимаем Ешку, и опять здесь Стас, наверное, надо ответить на самый популярный комментарий, который был к обзору Ешки. Почему запотели фары? Новая машина за 4 миллиона с лишним. И запотели фары. Стас подготовил грамотный ответ от официалов. Он пытался это сказать очень быстро и простыми словами. И у него не получается. Вот правда, человек настолько грамотно говорит и настолько умные вещи, что, скорее всего, у вас забомбит, и вы начнете там спрашивать, что за абсорбация, десорбация и так далее. Я скажу сейчас проще. Машины сейчас на LED-фонарях потеют на всех при определенных условиях. При съемках того видео у нас было очень холодно, на улице у нас был минус. Автомобиль выгнали только что из мойки, машина горячая, выехала на мороз. Конечно, у нее сразу появился конденсат. Конденсат появился не только на фарах, но в отличие от галогеновых ламп, LED-фары, они не производят столько тепла. Поэтому конденсат не успел выпариться, поэтому фары были запотевшие. Они точно так же потеют на Range Rover, они точно так же потеют на BMW. Я загуглил разные форумы и был удивлен на самом деле. Вот BMW воды, они там прям вообще панику поднимают. Я купил новый автомобиль, у меня потеют фары, что происходит? Не надо там писать, что как эта машина за 4 миллиона, а у нее потеют фары. Это, к сожалению, есть сейчас такая фишка, ее приходится владельцам объяснять. Это физика, это не фишка. Это физика, это не фишка. Я хотел сделать быстрее и короче, чем это сделал бы Стас, но получилось долго. Ладно, я порежу. Давайте смотреть Android Auto и Apple CarPlay. Стас у нас сегодня представляет армию, как это сказать? Android. Зеленых ведерок, короче. В сегодняшнем обзоре у нас участвует 3 устройства, 2 человека. Первое устройство это Mercedes E-класс, второе это iPhone 7 Plus и Lenovo Vibe Z2 Pro. бывают и длиннее названия у андроидов. Я не буду сегодня сильно троллить андроиды. Я предлагаю сесть внутрь. Поехали. Итак, у нас 2 устройства, одно на iOS, другое на Android. Какой я не разбираюсь, 4.4, я помню, там были какие-то. У меня 7.1. 7.1. Устройство вот это лучше, функционально. Тут больше памяти, оно всеядное, оно подключается там, к компьютеру без заморочек, не нужны там вот эти iTunes.
У Google с этим есть большие преимущества. У iPhone закрытая очень сильная инфраструктура, но улучшена стабильность и так далее. У нас уже такой вилсаком попер. Я не буду делать обзоры и сравнения самих телефонов сейчас. Мы разберемся, кто из них как работает именно с автомобильными системами сейчас, которые у нас, получается, идут с завода. Здесь NTG 5.5 у нас стоит, и это опция. То есть ее в каждой ешке не будет, бывает такой маленький экранчик. За эту опцию вам нужно будет доплатить, но поверьте мне, она того стоит. Управление все я показывал уже в обзоре ешки. У нас есть джойстик, вот здесь сенсорный. Есть джойстик привычный, аналоговая крутилка. И также на руле есть сенсоры слева и справа. Начнем с простого. Я сейчас предполагаю, что я сижу в E-классе, в своем новом. У меня есть iPhone и у меня есть шнурок. Вот Apple CarPlay без шнурка до недавнего времени не работал. И здесь, я так понимаю, апгрейда еще не было. Поэтому мы сегодня будем использовать iPhone по шнурку. Чтобы подключиться, первое, что я думаю, я, наверное, загляну сюда. Здесь я USB не вижу. И второе, в привычном месте. Да, они здесь есть, и причем сделаны очень удобно. Они под наклонным углом, и их видно сразу. Не надо наклонять, поворачивать голову. Причем мы здесь видим сразу аббревиатуру, что это у нас только USB обычный. Здесь у нас нарисован телефончик. То есть я предполагаю, что я должен воткнуть именно сюда. Так, смотрим. Обрати внимание на экран, как только ты подключился. Угу. Он сразу мне написал на экране. И сразу что-то на айфоне спросил. Не спросил, это он просто зарядку включил. Как вы хотите активировать Apple CarPlay? Автоматически. Не хочу руками делать, потому что я понятия не имею, что нужно делать руками. Для оптимизации пользования CarPlay на ваш iPhone могут быть переданы данные по автомобилю, ля-ля-ля, карты. Принять и начать. Функция Apple CarPlay запускается. У меня на iPhone сразу же отобразилась иконка CarPlay. CarPlay недоступен. Включаем Siri. Это очень умная женщина, и все, у нас заработало. То есть, видите, мы столкнулись всего с одной проблемой. Если у вас отключена Siri, я вот, например, ей не пользуюсь, она у меня выключена. Подключились, все, без проблем. Здесь мы видим все наши приложения, которые включены в Apple CarPlay, и другие мы установить не можем. Если здесь стоит новая система, мы можем только поменять иконки местами и добавить какие-то из предустановленных или убрать. На этом экране у нас нет больше никаких настроек, у нас нет кнопки меню, ничего такого. Мы можем нажать Home, ничего не произойдет, это возврат из приложения, или подержать его, и у нас запустится Siri. Я много раз проверял и звонок, и сообщение, я знаю уже дальше, что сейчас будет. Если я зайду в сообщение, она мне предложит его написать. Станислав, Ключ Авто. Стас, привет, я к тебе уже еду, и сейчас на самом деле проверяю, насколько быстро работает Siri. Мне очень интересно, сможет ли она распознать такую быструю речь, как у тебя дела. Смайлик, сейчас скоро буду, через 5, 10, 15, 20, 25 минут примерно. Офигею снова, если она все это поняла и тебе сейчас отправит. Мир вам. На самом деле, проверяя, насколько быстро работает Siri, мне очень интересно, сможет ли она распознать такую быструю речь, как у тебя делал смайлик. Сейчас скоро буду через 5-10 часов, 15 минут 20. 25 минут примерно, офигею снова, если она все это поняла и тебе сейчас отправит мир вам. Можно отправлять его. Ну, мы здесь столкнулись с тем, что Siri очень хорошо понимает. На самом деле она накосячила в минутах, это было намеренно. Уже пришло, да? Все, ну, с этим у нас проблем нет. Проблема у нас с чтением этих сообщений. Я не могу прочитать сообщения, которые у меня уже есть. То есть, если я сюда нажму, она мне предложит снова написать сообщение. Я не могу прочитать то, что у меня уже есть. Если мне придет новое сообщение, только в этом случае Siri мне предложит его прочитать. Это косяк. Обрати внимание, что ты можешь пользоваться только смс-сообщениями. WhatsApp пользоваться ты не можешь. Сейчас Стас отправит смс-ку мне, и мы попробуем ее прочитать. Так, мне пришла смс, покажи вот на экране, от Станислава. И что мне сделать? Я хочу нажать ОК просто. Ничего не произошло, она убрала уведомления. Но я вижу, что у меня есть одно сообщение, захожу. Мне прочесть ваши непрочитанные сообщения или создать новое. Прочти. У вас есть сообщение от отправителя Станислав, Ключ Авто. Пишу проверочную смс-ку Саше. Время у нас сейчас 17 часов. 15 минут. Проверим, как записывает Google голосовое сообщение.
Хотите написать ответ? Да, Хорошо. Что написать абоненту Станислав? принял, запятая, спасибо. Отправлять. Да, Готово. все, супер. Это у нас работает, до этого не докопаешься. С телефоном у нас вопросов никаких не будет. Можем, конечно, докопаться до чего-то, но я не видел никогда, чтобы там были какие-то проблемы. Косяки, про которые я говорил, Apple CarPlay, мы не можем смотреть видео. Ни на месте, ни в движении, никак. Мы можем только слушать музыку. Вот этот значок YouTube, который на самом деле не YouTube, это просто обычный плеер. Карты. Карты у нас есть только Apple. И как ими пользоваться? Понятия не имею. Сейчас попробую сделать это просто на интуиции. Зум у меня только по кнопкам и только пошагово. Удерживать я не могу. Надо несколько раз нажимать. Работает в принципе быстро и живо. Двигаться могу. Как найти адрес? Места назначения. Куда вы хотите попасть? Mercedes-Benz. Я нашла несколько вариантов. Один из них – это Mercedes-Benz, центр ключ Автозапад, улица Малиновского. Сообщите мне, если мне надо позвонить в одно из этих мест или найти маршрута. Можешь позвонить? А позвонить я не могу. Она меня обманула, да? Навигация работает и в принципе нормально. Но мы далеко не лазили. Телефон работает отлично, музыка работает отлично. По шнурку тоже, тем более вот эти косяки блютузные, их нет. Карты, ну я не нашел косяка, можно там долго ковыряться. Их ругают, их до сих пор ругают, но видно, что их апгрейдят. Они стали лучше, это точно я могу сказать. Сообщения, все круто, кроме того, что я не могу их прочитать реально. Эта штука для меня загадочная, потому что это по сути, если вы зайдете в музыку, вы увидите плеер. И если вы зайдете в то, что исполняется, вы увидите тот же самый плеер. Единственное, что здесь, если вы, например, будете с внешнего приложения запускать музыку, тогда вам нужно будет заходить вот в этот плеер. Mercedes, выход Mercedes, подкаст ими никто не пользуется, аудиокниги ими тоже никто, собственно, не пользуется. По-прежнему это все красиво, удобно, в принципе, интуитивно понятно, но функционал жутко ограничен. То есть все, что вы можете делать с айфоном, представляете, да? Сколько внешних приложений можно было бы сюда вывести. Отзеркалить экран, да, вот этот есть Mirror Link функция, ее здесь тоже нет. Сейчас мы посмотрим, убедит ли меня Стас, лучше ли Android. У нас запущен Android Auto. Это что-то вроде домашнего экрана, да, рабочего Да. стола, что-то такое. Рабочий стол, собственно, он показывает основные места интереса или недавно использованные. Ну, в данном случае вот он показывает дом, показывает последний маршрут, куда я прокладывал, текущую погоду. Последний звонок как раз-таки мы с тобой созванивались. То есть, чтобы я быстро мог повторить это действие. Меню здесь все расположено снизу. В данном случае это навигация, телефон, музыка и возврат в режим бортового меню Mercedes. Мгм. По сути, Android Auto умеет все то же самое, что умеет Apple CarPlay. При всем при этом чуть шире перечень мобильных приложений, которые уже на данный момент доступны. То есть это мобильное приложение WhatsApp, Telegram, я видел мессенджер Facebook и даже, по-моему, Skype. Но не буду обманывать, нужно посмотреть. Но вот, собственно, WhatsApp точно, Telegram точно, мессенджеры, которые работают на Android, но не работают в Apple CarPlay. Ну, давайте тут самый главный вывод, наверное, сделаем. Сторонние приложения, которые ставятся в телефон, и Android Auto позволяет их выводить на экран. Apple CarPlay, там предустановленные приложения и все. Карты мы тоже кастомные не можем запустить. Яндекс, например. В перспективе такая возможность существует, пока поддерживаются только Google карты. Но так или иначе, здесь мы можем увидеть, что есть выбор карт. Вот сейчас я перехожу в режим навигации, я нажал. Сейчас Google карты. Определяет наше местоположение. И вот здесь мы можем перейти, там, недавние места, опять же, пробки, в данном случае точно они есть, мы можем включить или отключить их демонстрацию. Проложить маршрут, например, мы можем также голосом через голосовой ассистент. Давай пойдем в магазин Loud Sound. Окей, Google, Оп. проложи маршрут в Loud Sound. Загруженность дорог низкая. Поездка на автомобиле в пункт UND займет 6 минут. Логично, она не знает, как это произнести. Она не знает, как произвести, при всем при этом, да, проложила Она по буквам называет. Так, пробую. масштаб, например. Теперь пробую я. Я вижу, что можно вот так двигать. Влево, вправо. Крутилка зумит. Это здорово. Навигация
лучше. Ну, не будем ничего говорить, она лучше. Что у нас с смс-ками? Она потоково нам покажет смс-ку, которая пришла, но при всем при этом вот такого меню, как оно было в Apple, например, да, с сообщениями конкретно здесь нет. То есть все доступные пункты у нас в нижней части. Навигация, телефон, музыка. Угу. Это пункты меню, в которые мы можем непосредственно зайти. При всем при этом, если сейчас придет сообщение, либо сообщение в WhatsApp, мы его увидим на экране, она покажет уведомление. Но мы не можем перейти в сообщение, что ли? Мы можем его прочитать, мы можем на него ответить и продолжить движение. Ну, то есть мы не можем открыть перечень сообщений и выбрать какие-то нужные, кому мы хотим отвечать. Это Сейчас, ну, то же самое, по сути. Мы здесь ограничены. ограничения есть, само Ладно. собой. Тут 1-1. Или 0-0. Да, скорее 0-0. Это большое упущение, ребята, что я не могу открыть смс-ку, которая уже прочитана. Может, мы что-то не умеем делать? Ну, тест, точка. Я тебя затроллю все равно. Да ты смотри, пишет, а. Вот тварь. Отправить его. Да. Отправляю. Оп. И принимает эстафету Google. Google, кто там, не знаю, там-то Siri зовут эту девушку. Текст сообщения. Тоже только голосом произнесем. Тест. Но все равно я прочитать не могу. Текста нет, Стас. Не можешь. Тоже позаботились о безопасности. Типа, о чем мы хуже? У Apple люди не имеют права читать сообщения. У нас тоже не будут иметь. Давайте посмотрим, что у нас с видео. Можем ли мы воспроизвести видео? С Android Auto воспроизвести видео мы не можем. Изображение вывести на экран. Изображение, картинку в смысле. Здесь тоже такого нет. Навигация, телефон и мессенджеры, если они у тебя есть. WhatsApp, Telegram, сообщения. Произнесет, можно надиктовать ответ. Стас говорит, есть WhatsApp. Apple один мессенджер. Здесь, получается, мессенджер опциональный. Покажи, как он выглядит здесь. Опять же, мы его не видим до тех пор, пока не придет сообщение. Сейчас мы ему напишем сообщение. Ну, не Siri, а просто обычная диктовалка айфоновская. Стас, привет, это тест Mercedes E400. Ну, почти как правильно написал. W213. W213. Не хочет английские буквы писать. Ну и ладно, посмотрим, как работает WhatsApp на что это? На Android Auto. Сразу пришло. Текст сообщения. Стас, привет, это тест Mercedes E400. Есть WhatsApp. Давай посмотрим, как плеер работает музыкальный. Перемотки нет. Да, перемотки нет. Apple выигрывает. И Стас нам сейчас покажет, какие приложения можно установить через Android Auto. Это просто в Google Play, да? Или Да, мы он из перекидывает приложений? нас в Google Play, но при всем при этом сортировка выполнена по Сразу по приложениям. Android да, Auto. по Android Auto. То есть Вот здесь получается, это мессенджеры, да? вот он, WhatsApp, это мессенджер Facebook, Skype, Telegram, Hangouts, но остальные, Какие хочешь, да. какие хочешь, даже в Ice есть. Музыкальные плееры, Очень много всего. аудиокниги. Причем какое-то время назад этот список был намного меньше, то есть он пополняется. То есть, если вам какое-то встроенное приложение в Android Auto не нравится, вы его можете поменять. У Apple такого нет. Надо ответить на вопрос, что лучше Android Auto или Apple CarPlay. Мы выяснили, что у нас одинаковое абсолютно быстродействие, одинаковые запреты на воспроизведение видео, на чтение текстом SMS. По графике, что скажешь? Детализирована лучше графика у Apple CarPlay, и Apple CarPlay выводит изображение на весь экран, Больше, а да. Android Auto где-то 2/3 нам показывает, и все-таки видна пикселизация. По кастомизации у нас... По кастомизации однозначно Android, потому Однозначно что выигрывает. более актуально в эксплуатации такие мессенджеры, как WhatsApp, Telegram, Facebook, Skype даже. Навигация. Я и знал, что она, в принципе, у Google лучше, чем у Apple. Ну, вот сегодня приятно удивился, что у Apple карты уже лучше. Однако навигация в навигации, извините за тавтологию, плюс неоспоримое преимущество Мы видим пробки. пробки. Мой основной вывод, да, скорее там Android выигрывает чем-то, но вот основной вывод я бы сделал, что дорабатывать и очень сильно нужно обе программы. Потому что сейчас они вызывают такое ощущение, что вы мне что-то дали, но я не до конца удовлетворен. Я не могу делать это, я не могу делать это. Дайте возможность человеку выбирать. Они заботятся о нашей безопасности, но это уже выглядит слишком навязчиво. Справедливости ради, человек, даже если ему пришел баланс, он может его услышать. И здесь мы можем говорить о том, что
Действительно, автопроизводители стремятся соблюсти безопасность и делают все вот эти вот возможности для нас как раз в этом ключе. Здесь важно понимать, что как раз-таки возможность воспроизведения голосом без необходимости читать текст, она именно для того, чтобы человек лишний раз не отвлекался, а на слух воспринимал информацию. Вот такой вот у нас обзор получился в форме диалога и много рассуждений. Два человека очень умных, которые говорят очень умные мысли на фоне автомобиля, которые никто из нас не может себе позволить в данный момент. Обзоры штаток все еще в процессе. Я обалдел от количества комментариев, сколько написали, мы хотим обзор штаток. Вот Стас готовит материал, мы потом посмотрим по шоуруму, у них там есть что посмотреть. Я вам даже, возможно, покажу S-класс, а возможно даже Майбах, а возможно даже купе версию S63 AMG. А возможно даже Гелендваген за 20 миллионов. Все это мы, возможно, увидим в следующих выпусках. Если вы хотите до этого обзора посмотреть на эти тачки, вот он человек, который здесь работает. Вот он машины, вот они здесь за стеной сейчас стоят. Покажи стену. Вот туда выходишь, и там стоят тачки за 20, за 15 миллионов. А Стас их в рабочее время фотографирует и выкладывает в свой инстаграм. Если вы хотите посмотреть на тачки до обзора, подпишитесь на его инстаграм, вот он здесь, Станислав Юношев, да, или Да. Стас Юношев? Станислав Юношев. Станислав Юношев. Он выкладывает АМГшки, там стоит GT-АМГ, 63 АМГ, гелики, простые гражданские автомобили. Я стараюсь, как и обещал, выкладывать информацию интересную по интересным автомобилям. В принципе, новости из мира не только AMG и Mercedes в целом. Кому будет интересно, подписывайтесь. Я слежу за этим инстаграмом, я его пополняю постоянно. И на тему Формулы-1 там информация уже пошла. Не забываем, март, у нас начинается сезон 2017 года. Если вы услышали какую-то ошибку или готовы что-то добавить, пожалуйста, пишите в комментариях. Я вас очень прошу, только делайте это культурно. У нас очень много людей, знаешь, бегут срочно в комментарии. Как только они увидели где-то, что они что-то знают лучше, чем тот человек, который рассказывает, они бегут в комментарии писать сразу все про этого человека. Вот про его родителей, там, про всех. Это был канал Loud Sound. Мы вещали с Малиновского 43, компания Ключ Авто. Спасибо им еще раз большое. Я надеюсь, что и мы сделали хоть там какую-нибудь рекламу. Я знаю, у нас полный город людей, которые хотят купить Mercedes. Приезжайте именно сюда. Всем пока, живите громко. Ну занято, типа забронировано или что такое резерва. Может нельзя. Позе проводил, возидила. Написано про возидилов что-то. Что делать? Давай чуть. Ну вот смотри, стоит же тачка. Ну да. Ну все. Чуть навалить не должны. Хотя сейчас придут опять скажут, сделайте. А не, он там форт уже валит. Ведь если в башне поедем, что едем, что не едем. Если в башне поедем, что едем, что не едем. Залипает камень, нашли теперь телефонный номер. Через там ждут 400 шага, как мотав лицо шарфом, и ты спокойным шагом. Надо комментировать что-нибудь, нет? Надо было чешский учить. Да. Что тут написано? Тут написано, вот крест нарисован для дебилов. Что понимать не Крест ну, это парковочное место. там написано, видишь, инвалиды, а тут Х. Это либо нельзя, либо мы можем навалить, и мусора приедут быстрее. Мы вызвали какой-то телефон там над циклоном приклеили, набрали. О, смотри, смотри. Здравствуйте. If you turn it on again, I will disqualify you, okay? Чего, он 10 баллов списал? Нет, он сказал.
сказал, если еще раз включите, я вас дисквалифицирую. Пошел нахуй.